Привет, гильдия! В этом гайде мы разберем самые сложные моменты в задании «Сквозь туман», а именно как пройти сквозь туман и сделать подношение к гнездовью. Сразу пропустим все диалоги, которыми нас балуют разработчики в самом начале задания, и приступим к прохождению. По заданию нам необходимо преподнести подношения в 3 туманностях на карте. После активации башни Архонта они будут у вас отображаться. Начнем с левой части острова. Оббегаем центральную гору и по пути активируем телепорт. Он никогда лишним не бывает. В этой туманности все довольно-таки просто. Проходим к дереву, оно раскидывает перья, и нам нужно просто их собрать. Советую взять в пачку хиллера, там повсюду новые пёсели, которыми меня запугивали капец как, поэтому нехватку хп будете ощущать остро. Собрав перья, возвращаемся к дереву и проводим подношение. Как я и говорил, первая туманность крайне простая. А вот со второй, ребят, придется помучиться. Для начала, прибыв на место, еще на входе в пещеру не пропустите фейку и доведите ее до места назначения. Затем активируйте деревце, а потом наблюдайте, как перышки, которые нам нужны собрать, улетают под воду. Поэтому начинаем искать еще 2 оставшиеся феечки. Вторая находится на дереве, прямо рядышком. Доведя ее, отправляемся за третьей. Она прячется уже за деревом подношения внизу. Побегав за ней и приведя ее к месту упокоения, появится сундук, залутав который мы также избавимся и от воды, которая нам мешает закончить ритуал. Подождав немного, сигаем вниз в поисках перьев. Первое нам дадут забрать совершенно без боя. А вот остальные начнут от нас прятаться. Перья ссыкуны, блин. По пути нам встретятся пёсели и деревяхи, разделаемся с ними и замечаем, что перышки еще и сквозь стены могут проходить, и тем самым они заныкались от нас за каменной дверью. Вот тут становится интересно. Чтобы открыть дверь, нам необходимо зарядить центральные кристаллы. Для этого хватаем переноски и выставляем их в финальную композицию, как у меня. Выполнив все эти манипуляции, активируем механизм и бежим чутка злые, но довольные к этим ненавистным перьям. Ну и по пути отвешиваем люлей стражу. Ну типа, а что он тут делает? Забираем второе перо и немножко офигеваем, что третье опять заныкалось за дверью. Работаем по старой схеме. Доводим феечек и рассаживаем их по местам. Первая находится прямо на входе. Преследуем ее, а затем шуруем за второй. Она отсиживается в комнате справа. Обои на стенках, согласитесь, топчик. Это вам не в школьной столовке. Отогнав вторую фею по месту назначения, бежим за третьей. Вы найдете ее за куполом, заваленную камнями. Доводим и ее тоже. Затем активируем механизм, тем самым спуская воду, и сигаем вниз. Теперь наша задача провести ток до центральных кристаллов, как мы делали это прежде. А пока вы это делаете, ответьте мне на вопрос. Пёсели, с которыми мы сражались вот не так давно, они у вас вообще какие-нибудь трудности вызвали? А то еще до выхода острова меня запугивали ими, а по факту просто прикольные мобы. Но вернемся к теме. Когда вы все-таки активируете второй механизм и продолжите движение, пройдя сквозь эту дверь, забираем третье перо. Все. Теперь можно возвращаться к дереву. Хотя кого я обманываю, вы же по-любому всю пещеру облазите. И как закончите, тогда уже возвращайтесь к дереву. Завершаем ритуал, тем самым мы рассеиваем еще одну туманность. Теперь с чистой совестью можно отправляться к третьей. Но для начала советую залезть на эту скалу, внутри которой мы так весело провели время, и активировать телепорт, чтобы потом не возвращаться. А теперь уже точно погнали к третьей туманности. Здесь также все просто. Разговариваем с Ру. Зажили-были, ну и имечко у него, конечно. Активируем дерево и начинаем собирать перья. Никаких головоломок уже не будет. Просто бежим по навигатору и сносим все, что движется. По итогу заканчиваем ритуал, а дальше по сценарию. Единственное, что это только первая часть. Скоро будет доступна и вторая. И если мое видео хоть немножечко тебе помогло и ты ждешь вторую часть прохождения, то жмякни лукасик. Мне этого будет достаточно для мотивации пилить и дальше такие мини-гайды. Хорошего тебе дня и увидимся в следующем видео. Всех обнял. Пока.